Доброе утро, мои дорогие подписчики и гости моего канала. Сегодня я буду сеять колиус черный дракон. Покажу вам, как я это делаю. И после посева семян я вам покажу свои вегетативные колиусы и как я нарезаю черенки, что я делаю для проращивания корней. В прошлом году я сеяла вот такой колиус Визард смесь. Они у меня прекрасно взошли, прекрасно развивались в грунте. Осенью я их нарезала черенки, поставила на укоренение и покажу вам, при какой температуре они у меня хранятся зимой, в каком месте, как они развиваются. И уже с этих черенков, с вегетативных, я буду нарезать новые черенки и поставлю их на укоренение. Набрала немножко больше половины формочки грунта. Немножечко ее придавливаю. Не сильно придавливаю, просто выравниваю поверхность. Проливаю простой обычной водой комнатной температуры. Проливаю хорошо, чтобы грунт был мокрый. Сейчас я быстренько покажу, как сею. Но если вы хотите посмотреть более расширенное видео, в прошлом году я очень сильно заострила на этом внимание. У меня есть видео по посеву, потом всходы. Я поставлю в конечной заставочке и по посеву, и по всходам видео прошлого года. Они у меня очень хорошо взошли, очень хорошо развивались эти колиусы и все лето радовали своей красотой. Пока земля пропитывается водичкой, увлажняется, достаем семена и раскладываю по одному семени на грунт. В прошлом году я сеяла на песочек, семена было виднее лучше. Ну а сейчас не очень так видно, но все равно они взойдут. В прошлом году они у меня взошли на второй день семена. Я думаю, в этом году все будет нормально. Чтобы лучше видно было, можно посеять на песочек или на снег можно посеять семена. У меня их всего 10 штук. Я не стала заморачиваться с песком. У меня закончился мой пропаренный песок. Поэтому кладу просто на грунт. В прошлогоднем видео у меня более расширенный посев. Смотрите видео прошлого года. Сверху сбрызгиваю водичкой. Но сбрызгиваю струей такой, чтобы она не смыла семена. Совсем, ну, как бы туманом. Накрываю крышечкой и ставлю на подоконник, где температура у меня до 25 градусов. Так, сегодня у нас 09.02. И сейчас пойдем в другую комнату, в веранду. Я вам покажу, где зимуют мои вегетативные колиусы. И вот мои вегетативные колиусы. Это я осенью срезала со своих колиусов. Сейчас покажу вам вставочку, какие у меня были летом, росли в грунте колиусы. Вот с них я срезала череночки, прорастила их, укоренила и пересадила вот в такие стаканчики. Колиусы. Колиусы любят тень. Их лучше сажать в тени. Ну и, конечно же, полив и хотя бы один раз в 10 дней проливать удобрениями такие колиусы. Значит, смотрите, зимуют они у меня при температуре вот 12 градусов. Им эта температура вполне подходит, поэтому я их не стала заносить в дом. Нормально себя чувствуют, все. Но единственное, что они сейчас очень плохо растут. Плохо растет корневая, плохо растет зеленая масса. Но как только здесь температура начнет подниматься до 18 градусов, колиусы пойдут в рост. И сегодня я хочу нарезать с них черенки, чтобы укоренить и потом посадить в новые
емкости. Я хочу, чтобы летом у меня была полянка колиусов, разных колиусов. Такой колиус, и с него уже можно взять, обрезать череночек. Вот так. Листики можно напополам обрезать, чтобы они не забирали все питание, и все питание от стебелька пошло на проращивание корней. Здесь уже пошли новые отростки. По вот этому стебельку будут еще новые отростки. И к весне это будет полномерный пушистый кустик. Здесь один ствол, но его все равно можно обрезать. Убрать большие листья. Такие испорченные тоже обрезать. Вот два листочка вполне хватит для фотосинтеза. Вот даже еще в этом черенке уже есть цвет. Его, конечно же, стоит выломать. И вот так все по очереди я буду обрезать. Из вот таких, что остались без листьев, все равно здесь из почек пойдут новые отростки, и все равно будет новый кустик. Вот столько череночков у меня получилось. И что я с этими черенками делаю дальше? Я просто их опускаю в рюмочку на укоренение. Эти черенки настолько легко укореняются, настолько легко прорастают, с ними нет никаких проблем совершенно. На 5-й день появляются, всходы появляются буквально на 2-й день, если посеять семенами. Если поставить на проращивание, то на 5-й день уже появляются корешки. Я проращиваю только так, только в водичке. Вот так вот поставила в водичку, но вот эти череночки нужно занести в теплое место. Подоконник для них очень жаркий. Где-то светлое, теплое место, ну, чтобы сильной жары на подоконнике не было. Ну, примерно градусов 20 идеально будет для укоренения. Конечно же, вот эта температура 12 градусов для укоренения очень слабенькая. Здесь им будет очень холодно, и они не укоренятся. Поэтому заносим в теплое место, в светлое теплое место, и ждем прорастания корешочков. После того, как корешочки прорастут, я их пересаживаю в отдельные емкости по одному и даю им прижиться. Где-то через недельку подкормлю удобрением, в котором равное количество азота, фосфора, калия и фосфора. Ну, это можно подкормить удобрением 20-20-20 формула, 30-30-30, любым удобрением, чтобы было в нем все в равных количествах. В дальнейшем буду показывать, вот только взойдут всходы мои, и как только укоренятся вот эти череночки, я вам сниму отдельное видео по всходам и по укоренению вот этих череночков, и скажу, на какой день они проросли и пустили корни. Еще хочу показать вам, здесь на веранде стоят мои пеларгонии. Точно такая же температура, даже здесь на окне градусов 12, может быть 11 и 8, вот так идет температура. И вот смотрите, какие шикарные пеларгонии. Пеларгониям не нужна жара, они не любят, они не переносят сухой горячий воздух. Поэтому вот здесь вот такая температура 11, 12, 14, 18 градусов, им вообще шикарно. Вот они цветут. Это цвели почти все. Сейчас я их оборвала, немножко привела в порядочек. Почти все цвели пеларгонии. Вот такая температура для них самая комфортная. На этом все. Всем спасибо за просмотр. Всем пока.